Здравствуйте, с вами передача Филинов живьем, и сегодня у нас в гостях знаменитый ежик Соник. Здравствуйте, Соник. Знаете, я очень рад, что вы согласились прийти на мою программу, ведь вы являлись кумиром миллионов геймеров более 20 лет. Количество выпущенных под вашим именем игр уже трудно сосчитать. Выходили мультсериалы, комиксы, различные игрушки и прочее. Продажи этой продукции приносили, да, в общем-то и приносят баснословную прибыль. В связи с чем у меня к вам вопрос. Вам не стыдно? Это я к тому, что качество последних игр, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И существуют люди, которые прекрасно это понимают. Да вы банально спросите любого геймера старше 20 лет, так он даже и не вспомнит, когда выходила последняя нормальная игра про вас. Если, конечно, он в первую очередь не удивится, что игры серии Sonic the Hedgehog до сих пор выходят. Нечего ответить, да? Но это еще что? Самым страшным является тот факт, что недавно Sega заключила контракт со своим некогда злейшим врагом – Nintendo. Нет, безусловно, Sega давно вылетела с рынка консолей, но должна же быть хоть какая-то гордость, разве нет? Вы осознаете тот факт, что вас продали ваши собственные родители? Каков на вкус пенис итальянского водопроводчика? Он отдает тефтельками? Вы все это прекрасно видели, дамы и господа. Некогда мощный игровой маскот превратился в бездушную подстилку Nintendo. И не за горами время, когда японцы напустят своих роботов на... А мы готовы начинать? Оп, вы выключите камеру! Обновилась, наконец. Так, нет, нет, это как сюда попало? Нет. Может, не подведет? Вероятно, я старомоден, но когда я покупаю игру, являющуюся новой частью какой-нибудь известной франшизы, то я желаю поиграть в новую часть известной франшизы, совершенно верно. Я хочу видеть там полюбившихся персонажей, знакомый сеттинг и устоявшиеся элементы геймплея, за которую я эту самую франшизу и полюбил. Здесь, кстати, имеет смысл оговориться, что это правило не относится ко всякого рода перезапускам. И если разработчики прямо в лоб говорят вам, что данная игра является перезапуском, то я с удовольствием оценю все те изменения, что они привнесут. Ведь перезапуск есть переосмысление, а за переосмысление еще никого не наказывали. Наверное. Вот только вот эта вот игра не является перезапуском. Нет, это всего лишь продолжение изрядно затянувшегося японского глумежа над массой беспомощных игроков. Есть ровно две причины, по которым я не люблю Марио. Во-первых, меня не прельщает сама идея играть за толстого волосатого водопроводчика. Но вот нет у меня желания ассоциировать себя с таким вот типажом, либо же просто помогать ему в достижении какой-либо цели. Единственная цель, которую я помог бы ему достичь, заключалась бы в демонстрации состарившегося слива моей ванны, но уж никак не в завоевании сексапильной блондинки. Кроме того, меня безумно пугают попытки Nintendo сделать его и Луиджи кавайными. Это слишком странно, чтобы нормально к этому относиться. Гораздо приятнее для меня поиграть за няшную мультяшку, кои могут являться Ratchet и Clank, Клоноа, Crash, ну или тот же Sonic. А во-вторых, у меня никогда не было Дэнди. Я никогда не играл в игры про Марио в детстве, ни у себя дома, ни в гостях. И что немаловажно, у меня никогда не возникало желания играть в него даже в сознательном возрасте, когда у меня появились консоли Nintendo. Запускал какую-то из частей Mario Galaxy, но вот как-то не пошло. И именно поэтому я не хочу видеть элементы геймплея игр про Марио в Сонике. Не хочу! Потому что когда я запускаю Соника, я хочу... Ну вы поняли. Я не хочу играть в Марио. Вы вот хоть где-нибудь видите здесь слово Марио? Хоть где-нибудь. И пока я со злости не вырвал один из своих сосков собственными зубами, давайте же начнем. И начнем мы, как водится, с сюжета. Sonic Lost World продолжает мультяшный бред, начатый еще в Sonic Colors и успешно продолженный в Sonic Generations. Кстати, сравнивать сюжеты с самой игрой я буду именно с Sonic Colors, потому что, Nintendo же, да и по духу они, в общем-то, схожи. Синяк и Желтуха во время очередного столкновения с Эгманом натыкаются на некий Lost Hex. Не то планету, не то плод извращенной фантазии безумного любителя объемных конструкторов. Эгман же что-то заностальгировал и решил вдруг поворовать зверят, как в старые добрые. Помимо прочего, он сконструировал штуку, высасывающую из земли энергию, представленную в виде зеленой желеобразной субстанции. Помогает ему в этом аж 6 новых гадов, вдохновленных самыми избитыми представлениями сценариста о пороках общества, с которыми Ёж встретится, прям в тот момент, как окажется на странной планете.
Кто это вообще такие? Ну, судя по обложке, это коварная, простите, смертельная шестерка, раса представителей которой зовется Зети. Я правда не стал запоминать их имена, и не столько потому, что мне лень. Хотя это являлось бы на редкость уважительной причиной. Сколько потому, что никто, ни Эгман, ни сами члены смертельной шестерки не называют друг друга по именам. Посему я ограничусь типичными описаниями их не столь глубоких характеров. Писаки хотели этого добиться, они добились. Итак, у нас есть психопат, тупая вагина, эмо-кит, жирный. Очевидно, потому что избыточный вес это охренительно смешно. Хотя, если добавить звук издающего назад погрузчика, кунг-фу дед, отбившийся от труппы Квентина Тарантино, и самый адекватный, но от этого не менее коварный засранец, заправляющий шайкой. И если же вам не наплевать на весь этот мусор, то вы являетесь либо сценаристом этой игры, либо его психоаналитиком. Где же Эгман откопал весь этот цирк? Понятия не имею, но важно то, что он имел возможность контролировать их при помощи аутентичной мистической ракушки. Ровно до тех пор, пока ежеливая скотина не вмешалась. Почему я до сих пор люблю эту серию еще раз? Да, такова завязка игры. Шестерка захватывает базу Эгмана, что вынуждает его на время объединиться со своими злейшими врагами. Соник и Тейлз сквозь зубы соглашаются помочь ему, поскольку гадины решили выкачать из земли буквально всю энергию. Для того, чтобы самим стать сильнее, естественно. На этом описание сюжета можно считать оконченным. Хочу сказать, что плох данный сценарий вовсе не потому, что он ориентирован на детей членов команды Sonic Team и им сочувствующим, а потому что главные герои игры раздражают даже хлеще, чем вся эта новоявленная шестерка вместе взятая. Каждая из реплик Соника буквально содрана с Sonic Says. Помните те вставки, что крутили после каждого эпизода Adventures of Sonic the Hedgehog? Так вот, Соник и здесь изображает из себя икону нравственности, считая своим долгом указать собеседнику на его место. Fixing a propeller on a biplane? That's about as difficult as taking a nap. Okay, I didn't need your whole life story. A simple good to go would have been cool. One word of helpful advice: diet and exercise. The last time we met, you ruined my nail art. Now I have to reapply a whole new coat. Oh my gosh, are you serious? I am so sorry. Oh, well, in that case... Oh no, what I meant to say is, I'm so sorry that you have nothing more important to do in life. Я буквально вижу, как люди из Nintendo правят сценарий, чтобы тот донес до игрока простую мораль. Не нужно брать пример со всех этих мерзких парней. Особенно с Рыжего, рыжих никто не любит. Смешно, правда, что все эти неписанные истины исходят изо рта безгранично тупого персонажа, который мало того, что постоянно всех оскорбляет, так еще и делает какие-то вещи прежде, чем подумать о последствиях. Голос разума, обычно исходящий из уст Тейлза, вяло пытается прорваться наружу сквозь килотонный истерик лисенка. Нет, ты мне не доверяешь, ты сотрудничаешь с Эгманом, бе-бе-бе-бе-бе-бе. It's your house, it's your rules, I mean, it's your way or the highway. It's Batman and Robin, not Robin and Batman. Истерики, само собой, бесполезны, хотя вот, казалось бы, стоит только мельком взглянуть на все их совместные приключения, дабы понять одну простую истину. Тейлз почти всегда прав, а Эгману доверять нельзя. Но тугодумие ежа мы уже вроде как обсудили. С Эгманом вообще сотворили какую-то странную херню. Из злобного ученого он превратился в... злобного ученого, обладающего яркими оттенками гуманизма. Он не хочет полностью выкачать энергию из Земли, дабы та не погибла и было что захватывать. Логично, что в свою очередь также не является типичным явлением. Помимо этого, он умудрится спасти Соника и Тейлза от гибели. Лишь для того, чтобы вновь предать их и попытаться убить в конце игры. И если необходимость сохранения жизни Соника я все-таки способен разглядеть, должен же кто-то обезвредить Зетти, то спасение Тейлза меня несколько обескураживает. Защитить парня, который единственный понимает тот нехитрый факт, что Эгман беспросветный гандон и может в любой момент помешать его плану, это как-то не укладывается в моей голове на самом деле. I'm a complicated guy. Еще есть Орбот и Кубарт, но эти ребята не выполняют ровно никакой функции, помимо мельтешения на заднем плане и раздражения игроков натянутыми шутками. С последними в Sonic Lost World, кстати, все не столь плохо, как было в тех же Colors, например. Уровень юмора, на мой взгляд, поднялся на 1,5 пункта. Ровно настолько забавных шуток Sonic Lost World превосходит Sonic Colors. Your efforts are impressive, little hedgehog, but you are destined to fail, as the fat fool has failed before you. I'll get fat from eating your black hearts, you Eggman wannabes! Игра, кстати, не ограничилась представленным набором персонажей, да. Поклонники Эми и Наклза могут спать спокойно. На самом деле нет, ведь их любимчики вдруг переквалифицировались в воспитателей детского сада для маленьких зверят. То есть они появляются исключительно в роликах, где созваниваются с Соником по скайпу, дабы в очередной раз доложить тому, насколько на Земле все херово. По полезности данная информация не сможет превзойти даже самую плохую мазь от геморроя.
которая станет мне безумно необходима после озвучивания последнего раздражающего фактора в этой истории. По сюжету Зетти ошибочно похищают Тейлза вместо Соника. Ему грозит роботизация, и после единственной хорошей сцены, в которой Тейлз косплеит Берта Рейнольдса, How come he's not blue? Бёрд Рейнольдс. лисенок превращается в... Tails? When there's trouble, you know what to do. Ладно, хорошо, пусть будет так. Значит ли это, что сценаристы постараются компенсировать упущенную в Sonic Colors возможность выставить Тейлза в качестве босса? Потому что это, пожалуй, единственный персонаж в серии, на которого мне реально не насрать. Осмелятся ли они пощекотать мои нервы? Destroy Sonic. What? Крестные лживые ублюдки. Но это еще что? Знаете, как Тейлзу удалось избежать роботизации? Он перепрограммировал компьютер с зубочисткой. Это как если бы Аладдин освободился от удерживающих его в темнице кандалов при помощи своего пениса, магическим образом реагирующего на свист. Ну вы знаете, как заклинатель змей. Резюмируя, история детская, все персонажи идиоты, Роботейлз просран. И больше мы никогда к этому не вернемся. Когда вас выбросит в игру, то первым, что бросится в глаза, наверняка будет структура уровня. Теперь это не прямая, как единственная извилина в голове ватника дорога, а длинная херня, позволяющая обогнуть себя вокруг оси. Что же это дает игроку помимо хронической мигрени и пустого желудка? Ну, можно сказать, что это добавляет некоторую нелинейность прохождения уровня, а также усложняет поиск необходимых для дальнейшей игры контейнеров с животными и красных звезд, но о них позже. И я бы назвал это хорошей идеей, если бы она не разбивалась вдребезги об одно «но». Это ни хера не удобно и раздражает. Хотя, пожалуй, это уже два «но». Я уверен, что каждый из вас понимает истинную суть игр о Сонике. Скорость. Мы же привыкли, сломя голову, нестись сквозь уровень, снося все на своем пути к чертям собачьим, да? Так вот, теперь представьте ровно ту же ситуацию, только Соник время от времени будет отклоняться градусов этак на 60. Остановите землю, я сблюю. Говоря о личном опыте прохождения подобных миссий, то я крайне редко пользовался возможностью пробежать по нижней части уровня. Я искренне не вижу в этом смысла по одной простой причине. В упорных поисках контейнеров нет ровно никакой необходимости. На кой черт они вообще нужны в таком случае? Как только вы попадете на карту уровней, напоминающую странную настольную игру без каких-либо правил и ограничений, зачем? То вы заметите, что финальный акт зоны закрыт. Для того, чтобы его открыть, необходимо спасти некоторое количество зверей. То есть, грубо говоря, таким образом вы покупаете у игры возможность окончить зону. Что же это за мир такой, в котором животные превратились в валюту? О, Ник, сгоняй за пивом. Денег нет. Вот, возьми эту кошку, за нее можно выручить ящик или что-то около того, наверное. Это самое, сигарет еще купи. Мне не хватит! Господи, ну поймай в подъезде какую-нибудь крысу, мне ли тебя учить? Опа. Чирик. Шутка в том, что зверей можно собирать не только по уровням, где они сокрыты в этих самых контейнерах, а также в убиваемых вами бадниках. По полю чудес разбросаны такие шатры, которые ведут к мини-играм на набивание зверей. Управляя брутальным контроллером Wii U, нужно лопать шарики, в которых эти самые животные и содержатся. Что является абсолютно негуманным и клевым. Проблема в том, что шатры также нужно открывать. Для этого и собираются эти самые красные звезды. Так вот, мой вам совет, не стоит даже заморачиваться на всем этом. Конечно, всегда лучше, когда звезды есть, но уверяю вас, 5 открытых шатров на всей карте к концу игры хватит вам за глаза, поскольку при каждом возвращении с уровня на карту шатры оказываются на своем месте, всегда готовые отдать вам побольше живности. Читерское набивание валюты буквально убивает саму необходимость в ней. Это как если бы у вас закончились деньги на пожрать, и вы вместо того, чтобы пойти на работу, выходите на улицу и начинаете шмонать прохожих.
Погодите-ка. Но мы отвлеклись. Вообще в интернетах ходили мысли о том, что весь этот порожняк с перспективы был навеян отмененным еще во времена Сатурна Sonic Extreme. Но неповторимый Такаши Изука признался, что разработчики в душе не знают, что еще нахрен за Sonic Extreme, и, судя по всему, знать не очень-то и хотят. И я вот тут что думаю, может быть стоило хотя бы сделать вид, что вы черпали идеи из отмененной игры про Соника, которая разрабатывалась еще во времена динозавров. Так вы, по крайней мере, смогли бы сослаться на то, что фишки игры были придуманы достаточно давно. Это все же лучше, чем открыто признавать в интервью сходство с Super Mario Galaxy, разве нет? Вы только посмотрите, это же как левая и правая палочки Twix. У меня глаза на лоб вылезли, когда я увидел настолько откровенный подсос в сторону игр Nintendo. Sega does what Nintendo don't? Чертовски, верно, сомневаюсь, что у Nintendo есть способность к аутофиляции. Причем меня веселит еще тот факт, что Sega взяла элементы именно той самой единственной игры в современной эпохе Марио, в которую я играл. С каждым днем я все сильнее начинаю верить в карму. Ну ладно, элементы игры про Марио, с этим я готов смириться, окей? Но Марио является платформером в самом истинном его проявлении. Умеренно медленный и сосредоточенный. Я, разумеется, говорю про то, во что я играл, да? Каким же образом это отразилось на Сонике? А очень просто. Ёжик, при любом удобном случае стремившийся разогнаться до скорости болида Формулы-1, перестал делать это автоматически. Отныне для разгона необходимо зажать правый триггер. Божечки, я все-таки дожил до того момента, когда Соника можно заставить бежать лишь при помощи нажатия на кнопку. Осталось лишь дождаться, когда героиня Бладрейн начнет пить томатный сок, а Данки Конг станет президентом США. Погодите-ка. Левый триггер, кстати, заставит ежа исполнить спиндэш. Из нововведений можно отметить и альтернативную атаку Соника. То есть отныне не хоумингом лишь единым. На отдельную кнопку вынесли нечто, напоминающее смачный пинок Дюка Нюкема, только в прыжке, которым необходимо одаривать врагов определенного типа. И да, это обязательно, иначе их просто не убить. Некоторых гадов, кстати, нужно вырубать, комбинируя хоуминг с новой атакой. Не знаю, как вам, но мне это нововведение показалось уместным и приятным. По меньшей мере потому, что оно банально вносит разнообразие как в сам процесс истребления, так и в зрелищность. Раздражает, правда, что поначалу ни хера невозможно понять, какого врага как убивать. Игра не делает вообще никаких намеков на это, и осознать необходимость использования альтернативной атаки вы сможете лишь несколько раз разбившись о неубиваемых хоумингом бадников. К приятному, кстати, можно отнести и возвращение бадников из классических игр. Я вот как-то успел соскучиться по пауку-ловушке и вдувающим петушкам, что в моей голове звучит несколько двусмысленно. И все это было бы безумно мило, если бы некоторые из них не были абсолютно, бать их, неубиваемыми. Нет, убить-то их, конечно, можно, но явно не при помощи каких-либо из предложенных игрой способов. От некоторых ловушек так вообще нельзя спастись. Скажем, если вас схватит паук, то вам кранты по умолчанию, ведь освободиться попросту нельзя. Ну, во всяком случае, мне не удавалось. Так что уповайте на кольца. Впрочем, ориентация на платформинг выражается не только в опциональной медлительности Соника, но и в самой структуре уровней. Безусловно, платформинг всегда являлся неотъемлемой частью игр серии, но он умело балансировал со скоростным геймплеем и соответствующими спецэффектами. В Sonic Lost World также не обошлись без 2D элементов, но теперь они заметно отличаются от того, что Sonic Team предлагали нам в модерн эпохе. Никакого в жопу буста, только осторожные выверенные движения и атаки. Иначе вам крышка. В какой-то мере все это напоминает классических Соников, что, безусловно, может прийтись по душе адептам данной категории фанбазы. Но, и это важное но, каким-то образом они умудрились испоганить и это, казалось бы, весомое достоинство. Здесь играют роль несколько факторов. Во-первых, платформенную осторожность умудрились вклинить и в 3D геймплей. Там она ну совсем не к месту. Попытки пройти уровень по-быстрому могут больно удариться о какой-нибудь замедляющий элемент. Например, ламповые пушистые облачка, по которым ежу придется скакать, а герою рекламы Зева Плюс. Во-вторых, ассоциации с любимой большинством классикой улетучиваются ровно в тот момент, когда на сцену выползают какие-то левые элементы геймплея, которые мало того, что в Сонике попросту ни к чему, так еще и откровенно тыбзят какие-то яркие куски некоторых популярных игр. Я не шучу, Sonic Lost World процентов на 40 состоит из заимствований. Это как монстр Франкенштейна, только еще более уродливый и беспомощный. Важно, чтобы Sega не догадалась сделать ему невесту. Хотя нет, они догадались в виде 3DS-версии, но она является настолько мутным куском ослиного дерьма, что я даже прикасаться к ней не собираюсь. Зацените мой влог с прошлогоднего Игромира, там вроде что-то было на этот счет. Но мы отвлеклись. Плагиат. Серьезно, помимо уже надоевшего сравнения с Марио, можно привести в пример стелс, содранный прямиком из игры Batman Arkham Asylum. Помните момент с пугалом, когда злодей накачал Бэтса своим газом, и тому приходилось тайком пробираться по собственному галлюциногенному трипу? Вот, в Sonic Lost World есть уровень, фактически копирующий общую концепцию той впечатляющей сцены. Херово, правда, что Сонику так и не померещились его мертвые родители.
Но и это еще не все. Плагиату подверглись и такие игры, как Катерин, битва с одним из боссов до безобразия напоминает эту игру, Mortal Kombat, чего там, этот парень даже атакует как Шао Кан, игры серии Принц Персии или любые другие игры, в которых герой способен бегать по стенам. Потому что... Да, Соник начал бегать по стенам. Ведь данная фишка в тренде была лет 7 тому назад. И, наконец, в-третьих, у игры катастрофические проблемы со сложностью. Она тут до неприличия простая, тут начинает преподносить такие финты, что вам придется менять обшивку вашего кресла. Просто потому, что порой игра требует от вас нечеловеческой точности, будто вы сдаете норматив по стрельбе из снайперской винтовки. Самый яркий пример – тележки со взрывчаткой. Если вы не нажмете кнопку прыжка ровно, сука, в тот момент, когда разработчиков накрыло, то куски Соника придется собирать по всему Lost Hex. Причем игра никогда не даст вам намека на то, что нужно сделать именно так и никак иначе. Знаете, сколько раз я пытался угандошить этого босса, пока до меня не дошло, что финальный удар нужно нанести только тогда, когда прицел полностью заполнится. А что, на протяжении всей игры я даже не догадывался, что тайминг здесь имеет какое-то значение. Я просто атаковал, и оно работало. Тем более оскорбительным для меня стало появление вот этой вот штуки. Знаете, что это? О, эта херня появляется возле чекпоинта лишь после того, как вы несколько раз сдохнете на каком-либо отрезке уровня. И она позволяет пропустить этот отрезок вплоть до следующего чекпоинта. Естественно, брать ее или нет исключительно дело игрока, но сам факт присутствия в игре подобной опции для меня сравним с окунанием головы в унитаз. Хотя бы потому, что сложность здесь является частной проблемой. 95% игры вы проведете в прогулочном режиме. Она легка настолько, насколько вообще могут позволить себе разработчики. Особенно сильно это отразилось на боссах. Как там шутил Зулин? Самая короткая схватка с боссом со времен Марио? Ну что ж, вот вам самая короткая схватка с боссом со времен Марио, будь он не ладен. И не стоит думать, что я специально выбрал самого простого. Время, затраченное на уничтожение босса, зависит лишь от количества и продолжительности сопровождающих схватку анимаций. Каждый из них убивается в 2-3 удара. Смертельная шестерка, поверить не могу. Единственная причина, по которой эта шестерка могла бы называться смертельной, это если бы каждый из ее членов болел каким-нибудь неизлечимым заболеванием. Правда, в этом случае Соник казался бы еще большим гандоном, чем он выставляет себя в этой игре. Кстати говоря, время прохождения уровня отныне ограничено. Да, то есть теперь мы не ставим рекорды и оцениваемся игрой, потому что от рангов также избавились, а стараемся успеть добежать до конца, пока время не закончилось. Не то чтобы это что-то значило и приносило какие-то неудобства, поскольку временем японцы разбрасываются крайне щедро, но может быть для кого-то из вас эта информация будет полезной. Если быть откровенным, то я вообще считаю, что в современных аркадах давно пора избавляться от всего этого мусора. Это в гонках каких-нибудь люди до сих пор ставят рекорды и хвастаются ими перед... Я не знаю перед кем на самом деле, явно не перед отцом-бизнесменом, но Sonic давно перерос это. Цели игр поменялись, структура игр поменялась, игры поменялись. Тем смешнее в них выглядит счетчик попыток, который давно утратил свою первоначальную функцию. Если 20 лет назад игрок безумно нервничал, стараясь не растрачивать жизни впустую, поскольку в большинстве случаев это приводило к необходимости начинать игру по новой, то сегодня самым жестоким наказанием за провал является экран Continue и переброс на начало уровня с заполненным до отказа счетчиком жизней. Вы уж либо влево, либо вправо, или выбросите счетчик нахер, или верните былую хардкорность. Но это все лирика, у нас есть проблемы посерьезнее. Вернулись виспы. Вы рады? Я не очень. Конечно, в обзоре Sonic Colors я называл виспов интересным добавлением и от своих слов отказываться не собираюсь. Но, во-первых, виспы в Sonic Colors были к месту. Их присутствие было объяснено сюжетом, и они играли в нем не последнюю роль. Черт, да само название игры намекало на возможность использования способностей этих кракозябр. А во-вторых, знатная часть геймплея была сосредоточена именно на них, под это уровни были заточены. В Sonic Lost World виспы появились лишь потому, что одному японцу с плохими зубами так захотелось. В этой игре они попросту ни к чему, в сюжет их не вписали, они просто есть. Но откуда? Что, Lost Hex является коренным местом их обитания?
Или у Эгмана еще с прошлой игры остались запасы инопланетных чувачков, которые он заботливо припас для Соника. Геймплею они тоже подвязаны еле как. Большинством из них и пользоваться-то не обязательно. Единственный висп, без которого в парочке моментов обойтись не получится, и тот является дрелью. Или буром, как там это называется. Разработчикам было так откровенно наплевать на возможность использования виспов, что я даже не могу вам назвать все их разновидности. Перечислю буквально всех тех, которыми я пользовался. Знакомый скоростной висп, убивающий весь фан от прохождения уровня, висп-бур, о котором я уже упоминал, абсолютно имбовый висп, дающий Сонику возможность пролететь кусок уровня. Я пользовался им только в те моменты, когда мне лень было заморачиваться на исполнении новоявленных фишек, типа тех же пробежек по стенам. Ну гляньте, насколько читерным это вообще может быть. Ну и до кучи абсолютно ненормальный висп для людей, шарящих в нотной грамоте. И, как и в случае с нотной грамотой, я так до сих пор и не понял, как вообще пользоваться этой херней. На этом все. Судя по всему, здесь имеется еще несколько разновидностей виспов. Коробка с игрой, допустим, говорит о наличии неких астероида и бомбы. Но мне они лично не попадались, во всяком случае во время непосредственной игры. Sonic Lost World, кстати, при каждом удобном случае пытается ткнуть игрока носом в возможность поделиться собранными предметами с другими игроками через сервис Miiverse. Вы, кстати, также можете получать всякие плюшки, которые возможно будет использовать во время прохождения. Насрать! Потому что если потенциально ненужных виспов иногда все-таки стоит задействовать, то без предлагаемых предметов на 100% можно обойтись. Вы просто представьте, во что превратится игра с ее-то сложностью, если Соник будет щеголять по уровню, окруженный какими-нибудь звездами неуязвимости. Ну смешно же. Еще меня интересует такая штука. С каких это пор людям из Sonic Team пришло в голову, что они имеют право разрабатывать уровни, дизайн и стилистика которых не вяжется не только с сюжетом игры, но и с представлением человечества об адекватности? Эта херня также имела место быть в Sonic Colors, но там любую фантасмагорию в какой-то мере можно было оправдать тем, что герои застряли в парке Эгмана. Дополнительным бонусом к этому можно считать возможность заглянуть в голову злодея и поразмышлять о его психическом состоянии. Но Lost Hex является квинтэссенцией всего бреда, который только можно себе представить в играх про Соника. И если с особенностями местного ландшафта я смириться все-таки способен, то дизайн большинства уровней и их очередность в общей массе для меня остается чем-то из ряда вон выходящим. Почему в кат-сценах герои тусуются по вполне себе вменяемо выглядящим местам, но играть нам предлагают то в гигантском аквариуме, то в каком-то месте целиком и полностью состоящем из сладостей? Где по географическому расположению эти достопримечательности находятся на Lost Hex? Почему разработчиков никто так и не покормил после работы над Sonic Colors? Почему Соника всю дорогу атакуют гигантские фрукты и кактусы с глазами? Почему я вообще играю в игру, где герои атакуют гигантские фрукты и кактусы с глазами? И почему после всего этого в моей голове крутятся песни Ребекки Блэк? Кстати, о плохой музыке. В топе самых неуместных саундтреков сониковских игр Sonic Lost World занимает почетное второе место сразу же после музыки к Sonic R. И вот почему. Я имею право чего-то не знать. Я имею право чего-то недопонимать, я все-таки человек в конце концов. Но одно я знаю точно. Sonic Lost World не является советской комедией! Так почему вы, уроды, лепите в игру про синего ежа музыку, которая ассоциируется у меня с кинофильмом «Бриллиантовая рука»? Так, я уже на грани, но мы вроде почти по всему уже прошлись. После того, как вы закончите игру, на карте появится новая зона и знак вопроса. Не пугайтесь, заступив на этот знак, вас не будет ожидать соцопрос на тему того, что творится в вашей голове после прохождения Sonic Lost World. Нет, он всего лишь приведет вас на первый из 4 дополнительных уровней, так называемых скрытых зон. Насколько я знаю, нечто подобное также присутствовало в Super Mario Galaxy. Это своеобразный набор мини-игр, не имеющих никакого смысла. И в это трудно поверить, но именно скрытые зоны бесят меня сильнее, чем вся игра. Нет, даже не так. 2 из 4 скрытых зон бесят меня сильнее, чем вся игра. Вы заинтригованы? Те 2 зоны, что не вызывают во мне гнева, представляют из себя нечто напоминающее стандартные уровни. По одному мы бегаем, осторожно избегая хитроумных препятствий, а в другом мы управляем торнадо, осторожно избегая хитроумных препятствий. В общем-то, это и все, что про них можно сказать. Милые, ни к чему не обязывающие поигрушки. Но 2 оставшиеся гадины нужно распробовать как можно тщательнее. Начнем с самой первой зоны.
Соника выбрасывает на грань кубика Рубика увеличенного формата. По ней лениво перекатывается другой куб, который может надрать вам задницу в случае неудачного столкновения с ним. У Соника есть ограниченный запас времени, которое тем не менее увеличивается после кончины вражеского кубика. Помимо этого, игра перебросит ежика на другую грань. Итак, в чем же заключается цель всего этого действия? Любой игрок, способный рассуждать логически, может прийти к выводу, что либо нужно каким-то образом окрасить грани куба в определенные цвета, поскольку все на это намекает. Злодейские кубики меняют цвета блоков, с которых состоит локация. Соника кидает по разным плоскостям, либо же нужно тупо убить некое количество врагов, при этом ни разу не умерев. Но нет, ни одна из этих догадок не является верной. Ведь для того, чтобы пройти эту зону, нужно всего лишь дождаться, когда таймер покажет вам 2 дырки. Вы знаете, сколько вообще времени я пытался допедрить до цели этого уровня? То есть она по-любому должна здесь быть, это лишь первая из скрытых зон. Значит, чтобы открыть остальные, нужно что-то сделать, нужно пройти уровень, да? И я как дебил сидел и уныло затыкивал эти несчастные фигуры хоумингом. Вплоть до того момента, пока меня окончательно это не задолбало, и я тупо не дождался окончания времени. После чего уровень окончился! И я не злился бы так, если бы игра изначально не устанавливала одно простое правило. Если истекло время, то тебе звездец. И я бы даже поиграл в это дерьмо, если бы оно являлось финальной зоной. Но хер там был, это говно является вступительной зоной и при этом отказывается играть по правилам. К тому же в нем нет никакого смысла. Финальная зона по доброй традиции предлагает вам добраться до конца уровня. Вот только земли под ногами у нас нет. Единственными точками опоры являются пузыри с какого-то врена, заключенными в них шипастыми шарами. Ничего особенного здесь нет. Мы тупо выбираем траекторию, летим к другому пузырю, прицеливаемся, летим к следующему. Потом к следующему. И к следующему. И... Что это еще за дура? Это не дура, это лошадь. Каким образом в моего Соника забрался мохнатый Пакман? Почему он пытается его сожрать? Что происходит? Почему у него вообще есть шерсть? Я ожидал чего угодно! Гигантского Линка, размахивающего розовым фламинго, Ксению Собчак верхом на Максиме Виторгане с миниганом наперевес, вставную челюсть Такаши Изуки в качестве финального босса. Но никак не всеядную мошонку хомяка-переростка, выращенного в недрах лаборатории Сеги. Вы знаете, что эта нечисть, противная и человечеству, и богу, делает после своей кончины? Она блюет животными. Не, все, я так больше не могу. Так, иди сюда, садись сюда. Вот отсюда. В некоторых кругах сейчас идут ожесточенные споры. Хуже ли Sonic Lost World Соника 2006? Погоди, что это? Обзор Sonic Lost World. Позови меня в следующий раз, когда будешь обозревать игры. Гандон. Все приходится делать самому. Итак, в некоторых кругах сейчас идут ожесточенные споры. Хуже ли Sonic Lost World Соника 2006? И вот вам мой ответ. Ребят, вы издеваетесь? Это все равно, что сравнивать какую-нибудь дорогостоящую крутую точилу, побывавшую в кошмарном ДТП, после чего не подлежащую восстановлению, с новой, но дешевой иномаркой эконом-класса. Только больной фанатик отдаст предпочтение первому варианту. Ведь машина нужна для того, чтобы на ней ездить. Так же и с играми. Как бы круто она ни выглядела, что бы там ни предполагалось в ней быть, игра должна предоставить возможность в нее играть. СНГ этого не делает. А уродливый и тупой Sonic Lost World делает, причем не всегда безуспешно. Некоторые нововведения, вроде дополнительной атаки, идут на пользу геймплею, да и в целом Sonic Lost World способен развлекать. Безусловно, с установкой на то, что вы не играете в игру про Соника. В этот момент, правда, и начинают возникать проблемы. Мы потеряли Соника.
Я не знаю, надолго ли, а если надолго, то какие еще ужасы придут в головы разработчикам в следующий раз. Все эти мысли, возникающие во время созерцания явной копипасты с других игр, психоделического бреда и ненужных способностей в новой сониковской игре, не позволяют относиться к ней положительно. Но по своей сути это всего лишь миленький симпатичный платформер, который можно пройти не напрягаясь разок-другой. И если вам в общем-то наплевать на судьбу скоростного ежика, да и вообще вы больше в Марио, тогда у Sonic Lost World есть шансы вам понравиться. К сожалению, я к данной категории игроков не отношусь, и посему у меня данный экземпляр не вызывает никаких эмоций помимо раздражения и негодования. Я уже давно перестал верить в возможность появления качественной игры от Sonic Team. Это как ждать у моря погоды или ждать хорошей русской комедии. Тем приятнее для меня была новость о разработке Sonic Boom. И наплевать мне на всякие там бинты, хлысты. Помните, что я говорил про перезапуски в начале ролика? Если Big Red Button подарит мне по-настоящему качественную игру с интересной историей, то я лично обмотаюсь бинтами в соответствующем обзоре. Ну а пока вы будете пребывать в режиме хатико, то я, пожалуй, перепройду одну из своих самых любимых игр. А то обложить себя дерьмом и делать вид, что все в порядке, это несколько странно. Не находите? С вами был Филинов Антон, и в следующий раз мы отправимся в очень долгое путешествие. Отличный огурец. Будешь? Конечно же он будет. О, нет. Это самое. Сгоняй за пивом. Нет, денег нет. Так нормально все было, хорошо разговаривали. Конституция. Позови меня в следующий раз, когда будешь обозревать игры. Сука. Будет классно, если это в кадре останется. Бля. Ну привет, гандонище. А ты еще живой, значит, да? Что это еще за херня? Выходи за меня.